Здравствуйте, дорогие друзья! Мой прогноз на сентябрь 2021 года вам обязательно поможет. Сентябрь– первый месяц осени, и не для всех он будет восхитительным и многообещающим. Что же делать, а чего лучше не делать, узнайте прямо сейчас. После того, как вы посмотрите видео до конца, воспользуйтесь моим прогнозом, и вы убедитесь в эффективности нумерологии прогнозирования. Друзья, подписываясь на мой канал, сразу же нажимайте на колокольчик. Я благодарю каждого из вас за то, что вы смотрите мои видео до конца и делитесь с другими. Самое интересное вас ждет впереди. Оказывается, в нумерологии вибрация сентября всегда совпадает с вибрацией календарного года. В нашем случае 2021 года. Таким образом, получается, что в сентябре вам следует быть более внимательным к моим рекомендациям, так как может оказаться, например, что для людей с определенными личными числами негативные тенденции 2021 года будут усилены воздействием вибрации сентября. Информацию о том, каким для вас является 2021 год, можно узнать из моего видео «Прогноз на 2021 год», ссылка на которое сейчас появится в правом верхнем углу, а также находится в заставках и в описании под этим видео. Обращаю ваше внимание, что с 27 сентября по 19 октября нас с вами ждет период ретроградного Меркурия. Информацию о том, на что надо обращать внимание и как правильно использовать потенциал этого периода, можно узнать из моего видео «Ретроградный Меркурий» в 2021 году, ссылка на которое сейчас появится в правом верхнем углу, а также находится в конечных заставках и в описании под этим видео. Чтобы определить, каким же для вас будет сентябрь 2021 года, вам надо просто рассчитать ваше личное число. Личное число – это сумма чисел дня и месяца вашего рождения, свернутая к однозначному числу от 1 до 9. Например, день и месяц рождения человека 17.07. Личное число мы получаем путем сложения всех цифр, которые входят в 1707, а именно 1 плюс 7 плюс 7 равно 15, 1 плюс 5 равно 6. Личное число для человека, рожденного 17.07, равно 6. Каким же будет сентябрь 2021 года для людей с личными числами от 1 до 9? Для людей с личным числом 1 сентябрь проходит под знаком взаимопонимания и гармонии. Семейная жизнь, отношения с родственниками и друзьями проходят красной нитью через весь 2021 год, однако в сентябре особенно благоприятное время, чтобы уладить все недоразумения в личной жизни и, самое главное, определиться с отпуском. Приглашайте друзей и знакомых к себе домой. В домашнем кругу вы сможете создать не только теплую дружескую атмосферу, но и просто выяснить те вопросы, до которых раньше у вас не доходили руки. Если вы в браке, вас ждут перемены и, возможно, даже развод. И если вы все-таки решились на развод, то не переносите его на октябрь. Решите этот вопрос в сентябре. Если вы это сделаете в октябре, у вас могут потом быть просто очень сложные вопросы в личной жизни, и не всегда вы сможете в будущем встретить свою вторую половинку. Это благоприятный месяц для продвижения в карьере и расширения бизнеса. Желательно сделать это все до 27 сентября. Вы не должны упускать свой шанс в сентябре. Уделите внимание своим хобби, увлечениям. Некоторые из вас смогут очень хорошо воспользоваться своими хобби для получения дополнительных заработков. И поверьте мне, вам понравится. Дело в том, что следующий год не предназначен для введения каких-то новшеств, особенно связанных с карьерой. Поэтому воспользуйтесь этой возможностью в 2021 году и особенно в сентябре. Можно отдохнуть и обрести душевный покой, а также насладиться взаимопониманием с теми, кто вам дорог. Займитесь обустройством дома, квартиры или офиса. Благо, сентябрь для этого очень замечательный месяц.
вы сможете успешно реализовать интересные идеи. Отправляйтесь в путешествие, но помните о периоде ретроградного Меркурия с 27 сентября до 19 октября 2021 года. Вас может радовать все прекрасное и прежде всего искусство. Сделки купли-продажи недвижимости и земли лучше заключать до 27 сентября. В этом месяце важно укрепить здоровье и хорошо провести время, желательно на природе. Для людей с личным числом 2 сентябрь будет сложным и даже депрессивным. Сейчас лучше избегать активных действий. Желательно не делать крупных приобретений, не создавать предприятия, не брать кредиты и не выступать поручителем. И, конечно, договор аренды тоже лучше отложить. Все быстрые схемы обогащения могут очень сильно вам навредить. Старайтесь не давать волю раздражению и гневу. Избегайте чрезмерной критики и недовольства. Это поможет сохранить здоровье и не создать вам проблем в будущем. Они вам нужны, эти проблемы. Хорошее время для самоанализа, обучения и медитации. Желательно разобраться в вопросах, которые вас волнуют с начала года. Ведь не всегда у вас на это есть время, а вот этот месяц, сентябрь, замечательно. 2021 год для вас тоже очень сложный. Поэтому вам нужно уделить внимание и больше отдыху и размышлениям. Сосредоточьтесь на процессе познания. Для многих сейчас самое подходящее время, чтобы не только уделить внимание обучению, консультированию, но и заняться какими-то духовными практиками. Обучение лучше начать до 27 сентября, но не делайте это на ретроградном Меркурии, не пойдет оно на пользу. Доверяйте своей интуиции для определения ваших истинных целей и путей их достижения. Это неблагоприятный месяц для брака и развода. Ну и год у вас тоже для этого неблагоприятный. К новым знакомствам надо относиться очень сдержанно. В сентябре желательно хорошо отдохнуть, чтобы восстановить душевные силы и здоровье. Согласно нумерологии, 2022 год для вас будет благоприятным. Таким образом, в следующем году вы сможете решить вопросы, для которых сейчас не самое лучшее время. Просто подождите. Для людей с личным числом 3 сентябрь усилит ваши позиции. Это месяц возможностей и успеха. Вы убедитесь, что теперь вам незачем беспокоиться о своем финансовом положении. Все, что вам нужно, окажется вот прямо под рукой. Пришло время продвинуться в карьерном росте и показать всем, на что вы вообще способны. Неважно, где вы сейчас и какое занимаете место. Вы должны просто проявить себя. Сосредоточьтесь на всем, о чем вы когда-либо мечтали. Нестандартные решения и озарения приведут к успеху. Возможно, финансовая помощь. Желательно до 27 октября активно продвигать свой бизнес, карьеру. Серьезные усилия с вашей стороны поспособствуют быстрому развитию событий. Судьба к вам благосклонна и позаботится о том, чтобы вы успешно решали сложные деловые вопросы и осуществляли свои мечты. Некоторые из вас решатся занять высокие посты или уйдут в политику. Уделите внимание семье и близким. До 27 сентября благоприятно для заключения брака и развода. Лучше, чтобы все вопросы с карьерой и финансами вы решили до 27 сентября. Избегайте высокомерия, старайтесь не говорить о своих планах. Ну такой месяц, вот не стоит в такой месяц рассказывать о своих планах. Не забывайте о тех, кто не так удачлив, как вы. Делитесь с ними свое богатство, власть, знания. Для людей с личным числом 4 сентябрь может принести разочарование и расставание. Лучше не начинать новых проектов. Займитесь анализом происходящего. Старайтесь завершить дела, которые вы начали раньше. Решайте текущие вопросы. При этом опирайтесь на свою интуицию. Это позволит вам правильно принимать решения и, главное, своевременно. Не торопитесь. Может оказаться, что вам не все дела необходимо завершить именно в сентябре, а ненужные связи следует разорвать без сожаления. Не принимайте сейчас чужие проблемы слишком близко к сердцу. Возможно, депрессия.
Избегайте споров и не поддавайтесь гневу. Ведь любая трещина в отношениях может в дальнейшем углубиться, и восстановить такие отношения будет очень сложно, а может даже и невозможно. Неблагоприятно для финансовых вложений и продвижения по карьерной лестнице, а также для начала обучения. Следите за сохранностью своих вещей, особенно за телефонами и планшетами. Носите при себе меньше наличных денег. Занимайтесь благотворительностью. Могут появиться люди, которые будут стараться воспользоваться вашей доверчивостью и добротой, чтобы решить свои вопросы и ничего не дать вам взамен. Подобные отношения разрушительны и ничего хорошего не принесут. Займитесь профилактикой своего здоровья. Не самый хороший месяц для романтического знакомства. Воспринимайте этот месяц как возможность просто отдохнуть. В путешествие лучше отправиться до 27 сентября. Для людей с личным числом 5. Сентябрь предназначен для начала нового, активных действий и осуществления планов. Обращайте внимание на новые проекты, в том числе и на краткосрочные. Изучайте идеи, методы и предложения, которые вам сейчас поступят. Прежде всего, тщательно обдумайте все проекты. Хороший месяц для общения, а также для встреч с новыми клиентами. Вы можете налаживать контакты с новыми партнерами и будущими коллегами. Если вы были в ссоре с вашей второй половинкой, то настало время помириться. Прежние деловые связи принесут новые возможности. Активно реализуйте свои идеи, проявите свою уникальность и личное влияние. Так как у вас хороший год, то в сентябре перед вами откроются новые горизонты. Вы завоюете расположение людей с большими возможностями. Будьте бдительны и остерегайтесь мошенников. Вы быстро сумеете раскусить сомнительных личностей и не станете терять время на этих людей. До 27 сентября благоприятно для крупных приобретений, создания нового бизнеса, продвижения в карьере и путешествий. Рассчитывайте в этом месяце только на себя, и успех вам обеспечат. Воспользуйтесь своими лидерскими и организаторскими способностями. Не упустите благоприятный для вас момент. Промедление в сентябре будет вам во вред, ведь вам очень захочется много сделать в этом месяце. Уделите внимание здоровью. Для людей с личным числом 6. Ключ к этому месяцу – сотрудничество, а не лидерство. Поскольку август был для вас месяцем действия и лидерства во всех сферах, то сентябрь может показаться вам несколько таким замедленным и не таким перспективным. Ведь вам нужно будет сбавить темп и решить, на что лучше направить ваши усилия. До 27 сентября хорошее время для переговоров и подписания краткосрочных договоров. Сотрудничайте с другими людьми. Выбирайте самый практичный и целесообразный путь. Вы откроете для себя немало нового, как в области идей, так и практики. Полученный опыт в будущем принесет вам пользу. Месяц удачен только для совместных трудов и взаимопомощи. Поэтому от реализации некоторых проектов следует отказаться. Принимайте приглашения и хорошо проводите время. Постарайтесь увидеть своих друзей, сотрудников и знакомых и уладить разногласия, если такие были. Не надо двигаться против течения. Если возникают какие-то проблемы, обратитесь за советом к друзьям, к вашим близким. Они обязательно вам помогут. Можете решать вопросы в личной жизни и в бизнесе. Благоприятно до 27 сентября для приобретения недвижимости, земли, автомобиля, ведь вы уже давно об этом думаете. Так вот, этот месяц замечательный. Новые романтические знакомства могут оказаться многообещающими. Главное, чтобы они состоялись до 27 сентября. Хорошее время для отдыха, в том числе и для путешествий. Для людей с личным числом 7. В сентябре вас завертит карусель встреч и развлечений. Принимайте все приглашения на приемы, торжества, которые могут поспособствовать успешному осуществлению ваших замыслов. Это время для самовыражения, получения удовольствия и приобретения подарков. И не только приобретения, но и получения.
Вы окажетесь в центре внимания и сможете прекрасно выразить себя. Постарайтесь воспользоваться своими талантами и как можно больше рекламируйте себя и свою деятельность. Благо у вас год для этого тоже хороший. Вы будете очень довольны своим продвижением в карьере и в бизнесе. Поделитесь с другими людьми своими идеями, размышлениями и надеждами. Тот, кто может помочь вам, наверняка окажется в их числе. Проявляйте свою личность и таланты. Ищите людей с похожими способностями. В их лице вы сможете найти поддержку, а с некоторыми завяжете дружеские отношения. До 27 сентября хорошее время для заключения брака и развода. Если вы в браке, то пришло время укрепить союз и наладить взаимопонимание с супругом или супругой. Ну, пожалуйста, не надо ничего откладывать на потом, ведь всегда отношения в личной жизни должны стоять на первом месте. Благоприятно до 27 сентября для финансовых вложений и продвижения в карьере, а также для создания предприятий и путешествий. Для людей с личным числом 8 пришло время браться за работу. В сентябре придется упорно трудиться и применять усилия в нужном направлении. Желательно забыть об развлечениях и в начале месяца подумать, как вы можете улучшить результаты работы, чтобы укрепить свою позицию. Все, лето закончилось, начинаем работать. То, чего вы достигнете сейчас, послужит прочной основой для того, что вы хотите обрести в будущем. Многим захочется получить новое знание, обучение лучше начать до 27 сентября, то есть до начала периода ретроградного Меркурия. Вы можете строить планы в отношении приобретения дома, квартиры. Некоторые вообще захотят срочно отправиться в отпуск. Ведь они о нем давно мечтали. Ну, если не было до этого, то, конечно, отправляйтесь. Не тратьте время на пустяки. Сейчас важны долговечные вещи и связи долговременного характера. Устойчивая карьера, надежная личная жизнь. Однако, не допускайте глупостей и излишних вольностей, которые могут повредить вашей карьере или личным интересам, и даже могут повредить бизнесу. До 27 сентября благоприятно для создания предприятий, продвижения по служебной лестнице и, конечно, для финансовых вложений. Для тех, кто состоит в браке, в сентябре хорошее время, чтобы наладить отношения со своим партнером. До 27 сентября благоприятно для романтических знакомств. Уделите внимание здоровью. Для людей с личным числом 9. В сентябре вы будете находиться в эпицентре перемен. Многое потребуется урегулировать. Вам будет сложно все держать под контролем. Будьте готовы к быстрым действиям. Перемены могут коснуться или вашего дома, или вашей карьеры, или бизнеса, но где-то они все равно проявятся. Но какие бы ни были перемены, если вы постоянно сохраняете способность принять их и приспособиться к ним, они будут вам только во благо. Подумайте над этим, научитесь это делать, ведь у всех у нас есть такие года и такие месяцы, где перемены сыпятся, как из рога изобилия. Подстраивайтесь к требованиям ситуации. Месяц не способствует продвижению в карьере. Даже если вы получите предложение, оно не оправдает себя в будущем, но не выполнятся те условия, которые вам там расскажут. Поверьте мне, лучше отложить это все до октября. Для реализации идей и продвижения в карьере настанет более благоприятное для вас время. Недолговечность и потери будут характеризовать проекты, в которые вы будете вовлечены. И, пожалуйста, старайтесь в эти проекты не вкладывать ваши финансы, чтобы потом не жалеть об этом чудесном событии. Расслабьтесь и встречайте неожиданности во всеоружие. В этом месяце вас будут переполнять эмоции. Вы будете вынуждены принимать быстрые решения и приспосабливаться к обстановке. Используйте потенциал сентября и обдумайте новые идеи. Желательно отказаться от создания новых предприятий, от кредитования и от дорогостоящих покупок. Неблагоприятно для заключения брака и романтических знакомств. Лучше отправиться в отпуск.
Хороший отдых позволит вам расслабиться и посмотреть на многие вещи по-другому, а вам это так сейчас необходимо. Друзья, подписавшись на мой канал и нажав на колокольчик, вы не пропустите мои новые видео и прямые эфиры. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Может быть, им очень важна эта информация. Ваша оценка для меня очень важна. Учитесь жить в гармонии со своей датой рождения, и пусть нумерология станет вашей путеводной звездой. Желаю всем добра, до новых встреч!